Здравствуйте, меня зовут Виталий Микрюков, и в этом видео мы с вами разберемся с пикосекундной ручкой Nicell. Честно говоря, я снимал первую часть этого видео с целью просто шутки. То есть показать этот прибор с какой-то такой, с точки зрения юмора. Вот, я не ожидал, что это видео вызовет такой шквал эмоций и реакций, обвинений в мой адрес, нападок совершенно от разных людей. Поэтому я решил снять еще одно видео, более подробное, более внимательно отнестись к этому прибору и высказать свое мнение на этот счет. Поэтому давайте разбираться. Приведу некоторые комментарии, которые появились под моим видео, на которые я должен был отвечать и как-то даже не оправдываться, но тем не менее реагировать. Ручка, которую вы так круто разобрали и обсмеяли, реально работает. На себе проверено. Вот вам мои объяснения. Поехали дальше. Конечно, он не скажет, что это отдельная вещь. Тогда он останется без работы, и никто не будет платить ему за удаление тату. Меня подозревают в том, что я сделал тот обзор исключительно с целью защитить свой бизнес, чтобы, не дай бог, люди не стали удалять татуировки вот этим волшебным, в кавычках, прибором. Тогда мы потеряем всех клиентов, к нам никто не пойдет, и ужас, разрушится вообще вся империя. Давайте еще почитаю чуть-чуть, буквально несколько слов, чтобы было понятно, почему я снимаю это видео. Слишком уж вы заинтересованы в дискредитации таких штуковин, чтобы безоговорочно вам верить. Особенно учитывая ваши цены на сведение татуировок. В общем, сумма за прибор небольшая. Вполне можно рискнуть, купить и попробовать. Если не работает, то на YouTube выложить видео операции и результаты и отбить затраты на прибор. Бизнес-идея. Да еще момент. Учитывая цену, в инете уже должны быть тонны отрицательных отзывов обманутых покупателей. Но единственный отрицательный отзыв почему-то выложил шкурно заинтересованный дерматолог, которого, казалось бы, чего корячиться, если бесполезная штуковина, только дополнительных клиентов с ожогами приведет, а нет. И так далее. Тут меня обвиняют в технических неточностях. Более того, на испанском, если я ничего не путаю, я переводил с переводчиком, тоже отвечал на испанском, на английском, вплоть до оскорблений. Поэтому, сами понимаете, нужно как-то еще раз объясниться и ответить всем этим комментаторам, потому что комментарии могут не читать и делать неверные выводы. Итак, давайте приступим. Посмотрели мы отзывы и... Что я хочу сказать? Я, к сожалению, в прошлом видео разрушил эту ручку, потому что я не предполагал, что она вызовет какой-то бурный интерес и ажиотаж. Поэтому мне пришлось заказать еще две. Я сейчас покажу. Чтобы вы не думали, что я голословен, я заказал две. Потому что в одном из комментариев меня упрекнули, что у вас же была синяя ручка. Синяя вот эта вот Nicell. А она-то фигня, красная это огонь, красная ей-то и надо удалять. А синяя она там для всяких пигментных пятен и что-то еще. Делать нечего. Пошел я обратно на Alibaba и заказал две, синюю и красную, чтобы уж точно и наверняка. Поэтому сейчас мы с вами давайте попробуем еще раз провести эксперименты и сделаем какие-то выводы. А теперь внимание, если вы занимаетесь удалением тату и вам интересна эта тема, то кликайте по ссылочке внизу в описании, а мы продолжим. Итак, пришло время сделать серьезное пояснение и ответить на все нападки и вопросы. Поэтому давайте сделаем так. Я сейчас продемонстрирую несколько опытов с применением этих двух приборов. И дальше расскажу о своих выводах и о своем мнении. Ну что ж, друзья, давайте, как это называется в YouTube, распакуем эти пикосекундные ручки. Я купил две, смотрите. Это вот такая синенькая точечка здесь. Здесь коробка немножко пострадала, но здесь есть красненькая точка. Я купил две, дабы меня потом не упрекали, что да вы не ту купили и все такое. К ним идут вот такие тоже инструкции. Ни слова на английском есть, ни слова там про русский я уже молчу. Все хорошо. По-моему, они даже ничем не отличаются на самом деле. Инструкция одинаковая. Тут про красный цвет пикосекундной ручки и про синий цвет.
Ну, особо ничего не написано. Вот. По видеообзорам в YouTube я выяснил, что цифра 9 это самая маленькая там у них мощность. И, в смысле, интенсивность, да, цифра 1 самая большая. Вот, поэтому давайте протестируем. Я блок питания включил один. Подключим сейчас, ой, так вот сделал, чтобы он не мешалось. Подключим сейчас вот сюда, пикнул. Поставим интенсивность 1. Ну, проверим сейчас, что происходит. И 1 Гц. Все, вот кнопочка запуска здесь. Давайте попробуем. Будет ярко на самом деле. Я вот тут сейчас... Дым пошел. Внимание, дым. Попробуем интенсивность поднять. Может, быстрее будет, сильнее как-то. Ну, дым посильнее пошел. Я вот здесь повожу немножко вот так вот. Ну, по крайней мере, выглядит очень эффектно. То есть яркий синий цвет, как на дискотеке. И немножко дымит. Надеюсь, сигнализация у нас не сработает пожарная. Ну, пепел. Сгорело. По-моему, даже насквозь. Да, насквозь. Да, это предсказуемый результат. От лазерного диода энергия при помощи линзы фокусируется в точку. Ну и черный цвет ее поглощает. Я думаю, что на белом цвете, на белом... ничего особо не будет. Давайте попробуем. Где-то кнопка эта. Во. А ему пофигу, он и на белом. По-моему, все равно. На каком. То есть с избирательностью здесь тоже некоторые трудности. Выжигает все равно. Поэтому вопрос избирательности здесь не стоит. Я думаю, если мы сейчас вот эту штуку открутим. Выключу пока. Опа. Если вот эту штуку, она, ну, такая чисто ограничитель, попробуем просто посмотреть. Я думаю, можно поймать фокус. Вот, например, это, наверное, фокусное расстояние, то есть где максимально плотный луч. Красиво. По крайней мере, красиво. Ну, то же самое, мы тут попрожигали немножко. Красное. Включаем. Поставили 1 Гц, одну мощность. Давайте сразу интенсивность большую поставим, а мощность Герца единичку. Приходится разбираться в таких сложных приборах. О, тут прям, по-моему, ее заклинило, по-моему, нет? Ну, потому что я ничего не жму. Она, походу, в автоматическом режиме работает. Фу, выключись уже. Давайте вот тоже скрутим этот ограничитель. Он ничего здесь не несет, то есть там ни линз, ничего нет, это просто кусочек металла. Вот, фу. Вот с этой стороны попробуем. Вот это фокусное, видимо, расстояние самое. Такой хороший звонкий звук. Не выключается, так? Ну и вот что мы видим. Избирательности нет. Давайте попробуем по белому поработать. Я думаю, будет абсолютно все равно. Да, чуть медленнее, но в целом то же самое. Давайте. Угу. Ну, как видите, да? Дырочку мы прожгли. Ну, примерно то же самое будет и с кожей. Поэтому не рассчитывайте, что здесь будут чудеса и волшебство. Теперь смотрите. Я подготовил, я не знаю, правда, что здесь будет. Вот такую вот модель, ну, условная модель кожи. То есть там у нас в середине есть слой с пигментом. Это настоящая татуировочная краска. Вот. А это, ну, такая у нас... гелевая модель кожи. Поэтому давайте попробуем, что с ней будет при помощи вот такого данного прибора. Я сразу красный возьму. Вот.
большой интенсивности. Сделаем все круто. И мы вот по вот этой черной части, смотрите, я разделил на две части ее. Вот на две. И вот мы будем работать там, где у нас много пигмента, а вот эту оставим для эксперимента с настоящим лазером для удаления тату. Посмотрим, какая будет разница в реакции. Ну что, давайте попробуем. По ушам прям. Ну вот так это выглядит. И вот так ваша кожа вытечет как слеза. Пигмент разогревается, вызывает ожог окружающих тканей и банально расплавляет кожу. То есть вот сейчас у нас наша модель просто вытекла. Вытекла за счет нагрева. Она расплавилась, и вот такая яма получилась. С кожей будет происходить примерно то же самое, если вы вдруг вздумаете удалять татуировку и будете думать, что это без какой-то травмы и какое-то волшебство будет происходить. Ничего подобного. Произойдет колоссальнейший нагрев, как мы выжигали вот здесь на бумаге, и будет термическое повреждение в виде ожога. А вот с ожогом, с ранами, со всякими рисками, скажем так, рубцеваний, возможно, часть пигмента и покинет кожу. Но какой ценой? Имейте это в виду, пожалуйста. Это не волшебство и никакая там супер-пупер новая пикосекундная технология. К сожалению, от этого старались отойти именно для безопасного удаления тату, изобрели наносекундные и настоящие пикосекундные лазеры. А это просто нагрев лазерным диодом пигмента. Действительно, красный нагревает сильнее, чем синий, но это не повод использовать красную ручку для удаления тату. Совершенно. А теперь давайте вот вторую часть попытаемся обработать просто лазером для удаления тату, классическим, стационарным, нормальным, который используют повсеместно во всем мире для безопасного удаления тату. Итак, мы с вами перенеслись в кабинет к нормальному лазеру, неодимовому, Q-Switch, стационарному, с контролируемой энергией, мощностью, оптикой и всем остальным. Да, кстати говоря, в тех аппаратах вообще непонятно, что за длина волны, какая длительность импульса, какая энергия, мощность и тому подобные параметры. То есть все по наитию, кое-как там, в общем, как получается, как смогли, так и выжгли. Вот, поэтому давайте нашу модель возьмем дальше и вторую половину просто обработаем лазером для удаления тату, чтобы сравнить и посмотреть разницу вообще в воздействии, как это все происходит. Поэтому мы готовы. Используем 3 джоуля на квадратный сантиметр, диаметр 15,4 мм. Все готово, 8 Гц. И давайте попробуем. Побеления, как в тканях, у нас здесь нет настолько яркого. Но четкое, мощное, равномерное изменение. Разница, на мой взгляд, очевидна. Изменение четкое пигмента есть, расплавления никакого нет. То есть можно даже вот так вот на просвет как-то посмотреть. Раздробили, изменили пигмент, на что и рассчитан Q-Switch неодимовый лазер. Самое главное, нет травмы, нет повреждений, нет каких-либо вот таких вот слез печали от расплавления кожи. Поэтому, пожалуйста, используйте специализированное оборудование для специализированных целей. Ну что ж, давайте вернемся обратно. Итак, мы с вами посмотрели то, на что способен этот аппарат, и давайте еще подведем небольшие итоги. Я озадачился и провел поиск в YouTube отзывов и приборов этих, скажем так, отзывов о этих приборах и процедурах, которые выполняют различные люди, и то, как они вот оценивают ее. И давайте посмотрим, как это происходит и что у них получается. Надо брать за горло, этого, так сказать, доктора. Тогда надо требовать, что если он тебя выводит, чтобы у тебя однозначно по контуру было или везде вулдырики. Раз. Сука. Ну, как бы частота удара сильная, И если, держать нормально,
то и плотно прижимать, если. Ну, чувствуется, что реально работает. Всем привет. Прошло, короче, там 2-3 дня. Вроде и не сильно там поджигал, полил, ну да, так. То есть вы можете видеть, что такая вроде пуколка, но может наделать делов. Не знаю, что там специалисты всякие там показывают, там, как они делают. Ну, в принципе, если делать нечего, домой себе такую ерунду купил. Там раз, там, выходные дни или перед выходными уже свободен. Сел себе за это вот, законетелил. На этих видео и на этих скриншотах я лично вижу ожоги второй степени, их восстановление, заживление и формирование рубцовой ткани. То есть, по сути, как в комментаторы писали, ну, я писал в комментариях, что это равносильно удалению татуировок паяльником. Не более того. Поэтому отсюда и все оставшиеся выводы. Более того, я нашел еще интересное видео, что кто-то пытается выполнять процедуру карбонового пилинга и омоложения и утверждает, что это круто и классно. Посмотрите тоже на этот эпизод и так не делайте. Hola, ¿cómo están? Saluda Miriam. Estos lentes es para evitar la luz del láser. Итак, этот прибор основан на базе лазерного диода. Я, к сожалению, в прошлом видео ошибочно сказал, что это светодиод, но технические детали не влияют на конечную суть. Данный прибор никак не предназначен для удаления тату. Но я бы здесь хотел расставить акценты. Именно в моем понимании удаления тату. Потому что я имею в виду под словом удалением тату это оставить кожу без следов, не повредить ее, не разрушить, не вызвать ожогов и не оставить рубцов и шрамов. Это я называю удаление тату лазером. Для этого есть специализированные лазерные аппараты, о которых я тоже рассказывал на своем канале. Это неодимовые Q-Switch лазеры, это пикосекундные лазеры разных производителей, разных ценовых категорий, но тем не менее это специализированные приборы. Так вот, данные приборы, Nicell, вот эти вот ручки, я их прям возьму, чтобы они в кадре были, чтобы прям все видели их. Данные приборы никак не соотносятся и не предназначены для удаления тату. Они вызывают лишь термическое повреждение кожи. С таким же успехом абсолютно можно не покупать их на Alibaba, на AliExpress, а использовать обыкновенный паяльник, либо выжигатель детский, либо еще любые другие приборы. То есть он позволяет всего лишь разогреть и вызвать ожог ткани. И вместе с повреждением кожи, вместе с ожогом происходит удаление пигмента. То есть, ну, по идее, удаление тату. Но какой ценой? Я прошу на это акцентировать внимание. Итак, еще несколько важных моментов. Удалять татуировку можно и дорогущим лазером, тоже с ожогами и тоже с рубцами. Я против этого тоже выступаю и тоже пропагандирую нетравматичное удаление. Но тем не менее, лазерами специализированными можно, то есть это возможно удалить без каких-либо повреждений. Тарахтит немножко, я их уберу. Вот, поэтому я очень прошу тех людей, которые пишут в комментариях и читают комментарии, относитесь, пожалуйста, к мнению других людей, ну, с некоторой долей недоверия, возможно. Почему? Потому что их восприятие результатов может очень сильно отличаться от вашего. То, что вам кажется нормальным, например, или им кажется нормальным, вам может совершенно не подойти. Для кого-то будет абсолютно нормальным выжечь себе татуировку, оставить рубец, но зато нет татуировки, но есть рубец. Для него, я удалил татуировку, и это недорого, и это самостоятельно, дома. Подумаешь ожоги, подумаешь раны, подумаешь рубцы. Ничего страшного. Вот. Для других это будет очень большой проблемой и, скажем так, негативным результатом, который уже не исправишь. Итак, внимание! Подвожу еще один итог этому видео. Каждый человек волен принимать решение, каким прибором и каким способом ему удалять свою татуировку. Это раз. Я никому не запрещаю покупать эти приборы и использовать на свой страх и риск. Второе.
Каждый человек волен делать со своей кожей и со своим организмом все, что ему заблагорассудится. Это тоже, как бы свобода действий, пожалуйста, вы можете это делать. Но я бы хотел предупредить еще раз всех тех, кто комментирует и читает комментарии, пожалуйста, думайте, пожалуйста, своей головой. То есть вы посмотрите, пожалуйста, на результаты. Если вам это подходит, ради бога, выполняйте. Но если вас не устраивает, что у вас будут ожоги, раны, рубцы и шрамы потом, то, пожалуйста, не используйте данный прибор, потому что это, можно сказать, введение некоторых в заблуждение. Пишут, что это пикосекундный лазер, да, действительно лазер, вряд ли пикосекундный, скорее всего миллисекундный, и вызывает он только ожоги и повреждения. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому видео как к предостережению. Я не борюсь с этим прибором, никого не отговариваю. Покупайте ради бога, пробуйте, экспериментируйте на свой страх и риск, внимания. Да, но не рекомендуйте другим и не советуйте, пожалуйста, если вы не уверены. Как говорится, если сами не знаете до конца, то, пожалуйста, и не советуйте. Вот, на этом я надеюсь, подведу итог обзору этой чудесной пикосекундной ручки. Надеюсь, мне не понадобится снимать третье видео, но если это потребуется, я это сделаю. Спасибо большое, вам удачи, подписывайтесь на мой канал.